Доброе утро, Stop Game! В эфире Инфакт. Skull and Bones вышла пару дней назад, и наконец-то стали появляться первые отзывы прессы. То, что пиратский Quadro A проект от Ubisoft не станет шедевром, было предсказуемо, но и полного провала, судя по всему, не случилось. На момент создания выпуска у игры было 64 балла на Metacritic и 60 на OpenCritic. Рекомендуют же Skull and Bones всего 22% рецензентов. Проект ругают за намеренную растянутость игрового процесса гриндволами, слишком стандартные системы, общую репетативность и баги. Сюжет, по словам СМИ, тоже нельзя назвать выдающимся. Хвалят же игру за пиратскую атмосферу, кастомизацию корабля и то, что в компании друзей плавать становится гораздо интереснее. Судя по всему, своего игрока Skull and Bones все-таки найдет. Помните, как все сначала ругали Sea of Thieves? Так что будем наблюдать, а кто уже попробовал, поделитесь в комментариях, как оно. $70 за AAA-игру — это уже стандарт индустрии, хотя не все студии пока перешли на такой ценник. Руководство Capcom держалось до последнего, но все-таки не выдержало. Первой игрой с такой ценой станет грядущая Dragon's Dogma 2. Причину в компании назвали ожидаемую: рост затрат на разработку игр в масштабах всей индустрии. И речи о повышении ценников на релизы японской компании велись еще летом того года, когда президент Capcom Харухиро Цудзимото заявил, что подорожание обязательно произойдет. Учитывая, что остальные компании начали продавать свои игры по $70 еще в 2020 году, винить Capcom в жадности точно не стоит. В том выпуске Илья рассказывал вам про отмену стендалон дополнения для Disco Elysium под названием X7 и теоретические увольнения в дальнейшем. Но, кажется, все еще хуже. Информация о происходящем внутри компании Zaum поделились недавно уволенные сотрудники: сценарист Арго Тулик, заставший даже момент основания студии, и писатель Дора Клиндич, которая присоединилась к Zaum в 2022 году. Вот основное. Вся команда писателей, работавших над X7, уволена. 2 последних месяца было очень много переработок и конфликтов. Тех, кого уволить, определяли в отделе кадров системы очков по странным критериям. Кто меньше набрал, с тем расставались, а кто пытался поговорить с руководством о проблемах, быстро оказывались в списке на сокращение. При всем этом Тулик открыто заявил, что женщинам в студии приходилось тяжелее, чем мужчинам, из-за нынешнего исполнительного директора Тыниса Хаавеля. Именно его признавали виновным в мошенничестве с инвестициями. Если все суммировать, то вот вам цитата Тулика о руководстве: «Они не творцы, они профессиональные». Полную версию можете почитать в заметке у нас на сайте. А руководство студии уже прокомментировало увольнение. Цитата: «Терять талантливых коллег всегда непросто, и мы благодарим тех, кто покидает нас, за их большой вклад в Zaum». Короче, весь костяк команды Disco Elysium в студии уже не работает. Ваша любимая рубрика «Инсайды Тома Хендерсона». На этот раз его источники рассказали, чем занимается Respawn Entertainment. И нет, это не Titanfall 2, а жаль. А шутер от первого лица про Мандалорца. Если верить слухам, то действие будет происходить в эпоху расцвета Галактической Империи на разных планетах. Игрок сможет передвигаться при помощи джетпака, а подвижность будет иметь важнейшее значение. Например, восстанавливать здоровье можно будет при помощи киллстриков. А что особенно приятно лично мне, уровни будут линейными. Но не забывайте, что все это пока что слухи. И еще немного Хендерсона. Инсайдер сообщил, что по имеющейся у него информации переиздание Beyond Good and Evil релизнется 5 марта. На это может указывать и то, что недавно игра получила обновленный возрастной рейтинг на сайте Южнокорейской комиссии. Обычно рейтинги выдают незадолго до релиза. В Beyond Good and Evil Anniversary Edition положат обновленную графику, кроссплатформенные сохранения, новые достижения и различные дополнительные материалы. А вторую часть там еще кто-то делает вообще? Хоть Nintendo до сих пор официально не подтвердила разработку Switch 2, инсайдеры уже давно сделали это за нее. И вот очередная порция этих самых инсайдов. Выпуск консоли планировался в конце этого года, но в компании решили отложить его до начала 2025-го. По сведениям Bloomberg, Nintendo даже предупредила некоторые издательства, что старт продаж не стоит ждать раньше марта следующего года. Уже даже интересно, когда будет официальный анонс. Ну, не в день выпуска же они планируют рассказать, верно? Remedy Entertainment похвасталась успехами Alan Wake 2. Продажи сиквела превысили 1,3 миллиона копий. Теперь продолжение приключений писателя можно смело называть самой быстро продаваемой игрой студии. Сейчас хоррор уже отбил значительную часть затрат на разработку и продвижение, а освободившиеся ресурсы направили на разработку Control 2, ремейков первых Max Payne и спин-оффа Контроля. Тут можно только поздравить студию с успехами и понадеяться, что новые игры будут не хуже предыдущих.
Battlestate Games опубликовала дорожную карту арены. За 2 месяца после выхода в ранний доступ в сообществе накопилось много жалоб на баланс и долгий поиск сессий, так что в студии планируют это дело исправить в конце февраля. Обещают также переработать рейтинговые бои, добавив разбивку пресетов снаряжения по рангам. Перед матчем игроки смогут выбрать, в каком из них хотят соревноваться. Также в арену планируют завести систему бронирования хитбоксов из Escape from Tarkov. Весной же планируется новая локация, режим каждый за себя и безрейтинговые матчи. Что-то даже в Тарков захотелось заглянуть, а вайб там давно был? У Payday 3 все очень плохо, но студия Starbreeze не планирует опускать руки. Вот что хотят сделать с коопной игрой за 2024 год. Добавить одиночный оффлайн режим, улучшить матчмейкинг, привязать прогресс к завершению ограблений, а не испытаниям, как сейчас, а также переработать интерфейс. Еще разработчики планируют пересмотреть цены на DLC и сделать их более приемлемыми. Весь список можно глянуть у нас на сайте, но звучит не особо масштабно, хотя все, о чем фанаты просили, в нем вроде как есть. Авторы Смуты продемонстрировали долгожданный геймплей. Для этого Алине Рин предоставили возможность поиграть в рабочий билд игры и показать зрителям. Она поиграла, можете глянуть при желании. Я посмотрел, выглядит пока еще сыровато, а до выхода игры осталось не так уж много. Но вполне возможно, что этот билд не максимально актуальный. Смуту планируют релизнуть 4 апреля. И на этом на сегодня все. Обязательно загляните на сайт stopgame.ru, чтобы почитать обзор игры Ультрас от Алексея Лихачева. Всем хорошей недели и замечательного дня.